Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто видит это видео первый раз, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик, обязательно нажимайте кнопку поделиться и пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересной и полезной информации, и тема сегодняшнего видео – как работать с эмоциями. Тема эмоций всегда является популярной в интернете, и мы эмоции рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса Long Swim – это про профессиональное и личное долголетие. Личное долголетие очень тесно связано с эмоциями. Профессионализм всегда связан с тем, что нравится нам или не нравится, нам приходится выполнять эту работу. И обо всем этом мы будем разбираться в этом видео. В колесе жизненного баланса Long Swim мы больше говорим о состояниях и больше говорим о 8 сферах жизни. Такое визуальное представление на одном листе позволяет нам держать трекеры о состоянии в наглядном виде, и вы понимаете, в какой сфере у вас возникает дисбаланс, какие сферы нужно подтянуть, и не забываем о том, что в сфере яркой жизни у нас присутствует обязательный отдых. Этот отдых нужен нам для того, чтобы перезагрузить нашу систему, дать возможность вашему организму адаптироваться к вашей насыщенной профессиональной и личной жизни, и отдохнувший организм уже лучше справляется с эмоциями. Если мы говорим о состоянии 0,4, о ваших эмоциях, то состояние 0,4 – это где происходит пик ваших эмоций, отрицательных или положительных. Эти эмоции находятся на очень большой амплитуде. Переход из состояния «люблю» в состояние «ненавижу» может произойти в течение 1 минуты. Те, кто знаком с семейными отношениями, прекрасно могут передать состояние эмоциональных качелей. Но колесо жизненного баланса говорит, что в состоянии 0,4 нет ничего страшного, это стартовая площадка, с этого мы всегда начинаем. И я вам сейчас расскажу, как работать с эмоциями и переходить плавно из состояния 0,4 в состояние 4,8. Здесь следует упомянуть о том, что состояние 8-10 – это состояние высокой энергетики, к которому очень многие люди стремятся. Некоторые корпорации изучают этот феномен продолжительное время и пытаются найти какой-то волшебный инструмент стабильности этого состояния. Колесо жизненного баланса Long Swim говорит о том, что проработав сферу духовный рост и творчество, а также сферу яркой жизни, у вас уже будет стабильное ощущение признаков состояния 8-10. В яркости жизни вы всегда найдете места, источники силы, вашего вдохновения. В сфере духовный рост и творчества вы можете провести трансформацию. То есть вы всегда находите время для своего любимого занятия, то, что вам нравится, то, что вам приносит радость, то, что приводит вас в состояние эмоциональной стабильности. Сейчас мы пройдемся по всем сферам и рассмотрим, где сферы лидируют. И я сейчас плавно напоминаю вам о том, что для мужчин 2 сферы являются очень важными. Это сфера карьера и бизнес, и сфера друзья и окружение. В сфере друзья и окружение эмоции должны быть синхронными для мужчины. Это тоже очень важно. То есть для мужчины его группа поддержки должна находиться в одинаковом с ним эмоциональном состоянии или как минимум обладать высоким уровнем эмпатии, чтобы если мужчина пришел и рассказал о своем сильном эмоциональном потрясении, друзья и знакомые смогли поддержать его, высказаться как группа поддержки, и таким образом, восстановившись в сфере друзья и окружения, мужчина в карьере делает очередной рывок до тех пор, пока не будет морально истощен, сломлен, и опять ему не нужно будет возвращаться в сферу друзья и окружения, чтобы черпать вдохновение. В отличие от мужчины, у женщин есть 4 сферы, в которых они эмоционально наполняются. Это сфера духовный рост и творчество, сфера яркость жизни, сфера личностный рост и сфера здоровья и спорт. Такое двукратное преимущество по сферам женщине дает огромную фору, огромные запасы энергетики, и поэтому женщина в эмоциональном состоянии гораздо сильнее, чем мужчина. Мужчина, он более структурирован и лучше обрабатывает структурированные данные. Женщина может в хаосе эмоций и рационального найти взаимосвязи, и это проявляется как творчество.
и женщина по своим внутренним ощущениям может заблаговременно предусмотреть те события, о которых мужчина совершенно не имеет ни малейшего понятия. То есть мы говорим о женской интуиции, и женская интуиция – одно из проявлений состояния 8-10. Как работать с эмоциями в различных сферах, как их контролировать, стоит ли их контролировать, об этом будет дальше рассказ в нашем видео. Если мы возьмем сферу деньги, как здесь эмоции помогают нам сохранять и приумножать то, что мы заработали, давайте об этом поговорим. Тем, кому интересно поделиться своими историями успеха, которые связаны с эмоциональностью, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам ваше мнение очень важно. Мы за то, чтобы под наших видео разворачивались дискуссии. Наша задача через видео еще раз сфокусироваться на тех проблемах, которых и присутствуют в нашей жизни. Не обязательно у каждой проблемы есть сиюминутное решение. Мы за то, чтобы вы, посмотрев наше видео, словили какой-то инсайт, получили какую-то мотивацию, чтобы со своей ситуацией разобраться самим. Если вы чувствуете, что из решения вашей ситуации появилась ваша история успеха, пожалуйста, ждем ваших комментариев. Мы рады, что могли быть причастным к вашему подвигу или к вашему успеху. Итак, давайте по традиции рассмотрим, как работать с эмоциями, начиная со сферы семья и отношения. У нас есть 4 эмоциональные сферы. Это сфера семья и отношения, сфера друзья и окружение, сфера яркость жизни и духовный рост и творчество. Это, так сказать, 4 сферы, которые там полукруг, 50%. То есть у нас колесо жизненного баланса на 50% состоит из сферы, где доминируют эмоции, и на 50% состоит из сферы, в которых у нас больше доминируют действия. Сферы, где доминируют действия, это сфера карьера и бизнес, деньги, личностный рост и сфера здоровья и спорт. То есть как бы нам не хотелось быть эмоциональными в работе, там все время доминирует действие. Как бы мы не продолжали хранить денег, только их вложив во что-то, приложив к ним усилия, мы можем их приумножить. В личностном росте, если ваша теория не переходит в практику, у вас нет заметного роста, нет этой вот трансформации, и сфера спорта, она всегда связана с движением, с вашим активным участием, и эмоции там присутствуют, но задействие никто не отменял. Итак, как в сфере семьи и отношения работать с эмоциями? Первое, вам нужно понимать, что вам всегда нужно находиться в состоянии 4-8, то есть у вас должны быть совместные действия. Эти совместные действия можно понять по вашим запланированным планам. У вас есть запланированный план, у вашего супруга, у вашей супруги должен быть план, у вашей любимой женщины должен быть план, у вашего любимого мужчины должен быть план. План – это то, что вы планируете на небольшой промежуток времени. Небольшой промежуток времени – это неделя. Если вы ставите задачи на день, это не планирование, это больше рутина. Планирование это всегда начинается с небольшого промежутка, и он называется неделя. Если у вас есть планы на месяц, это очень замечательно, вы не зарываетесь в рутине. Если у вас есть конкретные цели в сфере семья и отношения, это значит, что вы видите свою семью как крепкую, нерушимую на длительный промежуток времени, как минимум год. Это означает, что в этот период год вам не стоит волноваться. В вашей семье ничего не случится. И мы подводим итоги по сфере семья и отношения, как работать с эмоциями. Прежде всего, имейте план. Если вам в этом плане нужно спланировать эмоции, пожалуйста, планируйте эмоции, особенно положительные. Это совместный отдых, это совместная какая-то перезагрузка, это совместное времяпровождение, ну и совместная работа, насколько это возможно. В сфере друзья и окружения, как работать с эмоциями, я уже об этом говорил. Первое, что вам нужно понять, что в сфере друзья и окружения наш ближайший круг, которые нас окружают, с кем мы хотим взаимодействовать, это те люди, которые разделяют наши жизненные принципы. Больше озвучивайте свои жизненные принципы, больше озвучивайте свои красные линии, и заметите, что ваш круг близких друзей и знакомых органически перемешается в сторону тех людей, которые разделяют ваши ценности, и те люди, которым вам что-то не нравится, ну, с ними тоже можно взаимодействовать, возможно, это будет значительно реже.
Переходим к сфере здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорт мы большинство эмоций связываем с занятием спортом. Я вам всем предлагаю любимого человека, любимую женщину, любимого мужчину тоже втягивать в занятия спортом. Какой-то период вы можете этим заниматься совместно, пускай это будет немножко на аматорской основе, на любительском уровне, но это даст вам значительные положительные эмоции. Также положительные эмоции делятся или получаются в сфере соревнования, подготовка к соревнованиям. Вот этот позитив, настрой на победу помогает вам сформировать совместные эмоции. В сфере личностный рост, какие эмоции у вас возникают? Есть так называемые эмоции размышления, когда вы начинаете размышлять, читать какую-то литературу. Те, кто находится в эмоциональном выгорании, я вам очень советую вернуться к чтению. Именно чтение помогает вам уже дать основу для новых эмоций. Эмоции рассуждения плавно переходят в эмоции действия. То есть вы подумали, почему бы нельзя сделать так, и замечаете, что сделав первый шаг, второй, вы получаете тот результат, который вы планировали. Состояние эмоционального выгорания – это не вечное состояние, вы когда-нибудь из этого выйдете. Задача колеса жизненного баланса – помочь вам, первое, в это состояние никогда не заходить. Посмотрите, пожалуйста, плейлисты, которые посвящены эмоциональному, физическому выгоранию, профессиональному выгоранию. Там все подробно рассказано. Переходим к следующей сфере. Сфера деньги. Как здесь работать с эмоциями? Вы должны понимать, если вам предстоит проект с большим количеством неизвестных, пожалуйста, настройтесь на тонкую волну профессионального юмора, потому что когда вы будете находиться в состоянии спокойствия и отношения к этой ситуации как имеющих решения, и здесь индикатором является чувство юмора, пожалуйста, пробуйте, приобретайте свой первый опыт. Заметьте, что инвесторы, если бы были уверены в успехе этого проекта, такого рискованного, они бы делали все сами, не стали бы нанимать вас. Вас нанимают только для того, чтобы не пострадала репутация инвесторам. Это очень простой ответ на все времена. Если человек стопроцентно уверен в том, что у него получится, он делает это сам. Если вам это делегируют, значит, существует очень большой риск вероятности, неопределенности, потери репутации. Поэтому рискуйте, вы получаете новый опыт. В сфере карьеры и бизнеса какие эмоции должны преобладать? Я здесь про сферу карьеры и бизнеса хотел рассказать, какие эмоции должны преобладать. Ваша внутренняя эмоция заключается в том, что ваша коммуникация не должна прерываться, не важно от того, в какой среде вы относитесь, это высококонкурентная среда или среда, в которой вам некомфортно, у вас всегда есть возможность на определенном этапе перейти на другое состояние. Другое состояние – это состояние выхода за пределами страны проживания вашей экспертизы. Не забываем о том, что каждый год нужно пробовать проанализировать, стоит ли вам создавать собственный бизнес. И вот эти вот эмоции оптимизма и надежды на то, что у вас возможен трансформация вашего опыта в собственный бизнес, позволяют вам не забывать о балансе интересов. Есть ваши карьерные ценности и стремления на работе, но и есть собственный бизнес. Почему бы нет? Эти два момента могут вместе существовать. Следующая сфера – духовный рост и творчество. Как здесь работать с эмоциями? Берем и планируем на ближайшее будущее свое хобби, и изучаем практики, духовное наследие. Здесь есть место книгам в сфере духовного роста и творчества. Ваша задача понимать, что ваши жизненные принципы находятся в актуальном состоянии. Вы обладаете внутренней устойчивостью, понимаете, какие принципы вы не готовы нарушать, это ваши красные линии, и есть так называемая гибкость, вы лучше понимаете подрастающее поколение, особенно если у вас дети, постарайтесь детям найти общий язык, а это всегда взаимопонимание строится через проработку своей сферы духовный рост и творчество. Следующая сфера, с которой мы начинаем или к которой возвращаемся, это сфера яркость жизни, эмоции. Эмоции – это индикатор того, что вы находитесь в состоянии утомления или переходите в состояние перегрузки. Не дай бог, чтобы вы перешли в состояние эмоционального выгорания. Вот сфера яркость жизни, она отвечает за ваше счастье, за планирование вашего баланса работы между
работой и отдыхом. И вся эта работа сводится к тому, что эмоции помогают вам определить, отдыхать нужно еще до того, как вы сильно устали. Бывают такие ситуации, когда нужно среди запланированных мероприятий взять 1-2 дня для отдыха, и этот 1-2 дня отдыха позволяют вам мобилизоваться с новыми силами. То есть отдых вам нужен для того, чтобы вы мобилизовались, не работали на пределе своих возможностей. И здесь эмоции являются очень ярким индикатором того, что вы устали, нуждаетесь в перезагрузке, и вам нужно на этот шаг решиться. Почему? Потому что в сфере яркой жизни очень тяжело решиться на этот шаг. Вам нужно отдохнуть. Этот отдых не нарушит ваши планы, и вы к своим целям придете в заданные сроки. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», нажимайте кнопку «Колокольчик», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. У вас все получится, я в вас верю.